Ежегодная речь Трампа в Конгрессе. Иран, тарифы, выборы и многое другое. Собрали главные заявления. Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине. Почему США воздержались? А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент США Дональд Трамп выступил в Конгрессе с традиционным посланием в один из самых напряженных моментов своего срока. Рейтинги одобрения снижаются, тревога вокруг возможного конфликта с Ираном нарастает, инфляция ускоряется, экономика замедляется, а впереди выборы в Конгресс. В прямом эфире Трамп пытался убедить избирателей сохранить республиканское большинство в обеих палатах. Речь прозвучала на фоне решения Верховного суда, который отменил глобальные пошлины, и новых данных о замедлении роста ВВП. Параллельно Конгресс блокирует работу Министерства внутренней безопасности из-за споров вокруг миграционной политики. И все это на фоне переброски американского флота на Ближний Восток и обсуждений сценариев давления на Тегеран. Наша нация вернулась больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо. Менее чем через 5 месяцев наша страна отметит грандиозную веху в истории Америки. 250-летие нашей славной американской независимости. 4 июля мы отметим 2,5 века свободы и триумфа за прогресс и свободу в самой невероятной и исключительной нации на Земле. А вы еще такого не видели. Мы будем делать все лучше и лучше. Это золотой век Америки. Когда я в последний раз выступал в этом зале 12 месяцев назад, я получил страну в кризисе, с застойной экономикой, инфляцией на рекордных уровнях, открытой границей, ужасным набором военных и полиции, повсеместной преступностью внутри страны, а также войнами и хаосом по всему миру. Но сегодня вечером, спустя всего 1 год, я могу с достоинством и гордостью сказать, что мы достигли изменений, которых никто еще не видел, и поворота на столетие. Это действительно поворот на столетие. И мы никогда не вернемся туда, где были совсем недавно. Мы не вернемся. Сегодня наша граница в безопасности. Спасибо. Сегодня наша граница в безопасности. Наш дух восстановлен. Инфляция стремительно падает. Доходы быстро растут. Бурно развивающаяся экономика оживляется, как никогда прежде. А наши враги боятся. Наши военные и полиция на полном уровне. И Америка снова получает уважение. Возможно, как никогда прежде. После 4 лет, в течение которых миллионы и миллионы нелегальных иммигрантов пересекали наши границы, полностью непроверенные и неконтролируемые, теперь у нас самая сильная и защищенная граница в истории Америки. Мы сократили рекордное количество правил, убивающих рабочие места, и за год убрали из программы 2 миллиона 400 тысяч американцев, рекорд по количеству продовольственных талонов.
И по всем этим причинам я сегодня говорю, члены Конгресса, состояние нашей страны сильное как никогда. Наша страна снова побеждает. На самом деле, мы выигрываем так много, что не знаем, что с этим делать. Люди спрашивают меня: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, мистер президент, мы слишком много выигрываем. Мы больше не можем это терпеть. Мы не привыкли побеждать в нашей стране. Пока ты не пришел, мы постоянно проигрывали. Но теперь мы слишком много выигрываем». И я отвечаю: нет, нет, нет. Ты снова победишь. Ты выиграешь по-крупному. Ты выиграешь больше, чем когда-либо. И чтобы доказать эту точку зрения, сегодня с нами группа победителей, которые только что сделали гордой всей нации. Олимпийская хоккейная сборная по хоккею среди мужчин, завоевавших золотую медаль. Заходите. Все работало хорошо. Страны, которые десятилетиями нас обманывали, теперь платят нам сотни миллиардов долларов. Они так сильно нас ругали. Вы все это знаете. Все это знают. Даже демократы это знают. Они просто не хотят это говорить. И все же эти страны теперь счастливы. И мы тоже. Мы заключали сделки. Все сделки заключены, и они довольны. Они уже не зарабатывают деньги, как раньше. Но мы зарабатываем много денег. Инфляции не было, огромный рост. И главная новость заключалась в том, как Дональд Трамп правильно настроил экономику. А 22 лауреата Нобелевской премии по экономике? Нет, они полностью ошиблись. Они сильно ошиблись. А всего 4 дня назад печальное решение Верховного суда США. Он просто опустился. Он опустился. Очень неудачное решение. Наша страна никогда не была сильнее. В первые 10 месяцев я завершил 8 войн, включая Камбоджу. Разве это не прекрасно? Бедные люди, такие как Камбоджа и Таиланд, Пакистан и Индия, чуть не начали ядерную войну. 35 миллионов могли погибнуть, сказал мне премьер-министр Пакистана, если бы не мое участие. Косово и Сербия, Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, Армения и Азербайджан, Конго и Руанда. И, конечно, война в Газе, которая идет на очень низком уровне, почти на месте. И я хочу поблагодарить Стива Уайкофа и Джареда Кушнера за вашу помощь. Спасибо, Стив. Спасибо, Джо. И я также хочу поблагодарить человека, которому они подчиняются, государственного секретаря, Марко Рубио. Спасибо. Марко, такие как ты. Знаешь, Марко получил 100% голосов, когда был на конференции. Думаю, следующая была около 54%. И некоторые демократы теперь говорят: «Не могу поверить, что мы одобрили этого парня». И он сказал, что для меня честь, что они так себя чувствуют. Верно, Марко? Вы отлично справились. Великий государственный секретарь. И мы очень усердно работаем, чтобы положить конец 9-й войне. Убийство и резня между Россией и Украиной, где каждый месяц погибает 25 тысяч солдат. Подумайте об этом.
В месяц умирает 25 тысяч солдат. Война, которая никогда бы не началась. Если бы я был президентом, это бы никогда не произошло. Как президент, я буду заключать мир там, где смогу. Но я никогда не буду колебаться противостоять угрозам Америки, где бы мы ни были нужны. Именно поэтому в прорывной операции в июне прошлого года военные США уничтожили иранскую ядерную программу атакой на иранской территории, известной как операция «Полуночный молот». Мы им ударили. Десятилетиями это была политика Соединенных Штатов. Никогда не позволять Ирану получить ядерное оружие. Прошло много десятилетий с тех пор, как они захватили контроль над этой гордой страной 47 лет назад. Режим и его убийственные прокси распространяли только терроризм, смерть и ненависть. Они убили и покалечили тысячи американских военнослужащих и сотни тысяч, а то и миллионы людей с помощью так называемых придорожных бомб. Они были королями придорожной бомбы. И мы устранили Сулеймани. Я сделал это в первый семестр. И это оказало огромное влияние. Он был отцом придорожной бомбы. И всего за последние пару месяцев с убитыми ими протестами. По крайней мере, это 32 тысячи протестующих. 32 тысячи протестующих в их собственной стране. Их расстреляли и повесили. Мы остановили их от повешения. Многие из них под угрозой серьезного насилия. Но это ужасные люди. Они уже разработали ракеты, способные угрожать Европе и нашим зарубежным базам, а также работают над созданием ракет, которые вскоре достигнут Соединенных Штатов Америки после Midnight Hammer. Им предупредили не предпринимать никаких попыток в будущем восстановить свою программу вооружения, особенно ядерное оружие. Но они продолжают работать. Начинают все заново. Мы его уничтожили, и они хотят начать все заново. И сейчас снова преследуют свои зловещие амбиции. Мы ведем переговоры с ними. Они хотят заключить сделку, но мы еще не слышали этих секретных слов. У нас никогда не будет ядерного оружия. Мои предпочтения? Я предпочитаю решать эту проблему дипломатией. Но одно можно сказать наверняка. Я никогда не позволю миру главного спонсора террора, которым они безусловно являются, иметь ядерное оружие. Нельзя этого допустить. В ООН вторник оказался настоящим Днем Украины. В 4-ю годовщину начала полномасштабного вторжения прошли 2 заседания Генассамблеи ООН и специальное заседание Совета Безопасности. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку Украины. За документ, подтверждающий суверенитет и территориальную целостность страны в международно признанных границах, проголосовали 107 государств. Против — 12. Еще 51 воздержались. Среди них США, а также Китай и Индия. Вашингтон настаивал на раздельном голосовании по формулировке о территориальной целостности и пункту о справедливом и прочном мире, заявив, что часть положений может осложнить текущие переговоры. После отклонения этого предложения США решили воздержаться. Тем временем генсек ООН Антонио Гутерриш назвал войну пятном на коллективной совести и призвал к немедленному и безусловному прекращению огня. А заместитель постпреда США в ООН Тэмми Брюс заявила о вере Вашингтона во встречу лидеров Украины и России как возможный шаг к обсуждению территориального вопроса и параметров будущего мира. Вот главное заявление на Совбезе ООН. Одна причина, по которой конфликт продолжается, несмотря на все усилия, это поддержка, которую продолжает получать Россия от третьих государств. Китай остается основным пособником военной машины России.
Мы настоятельно призывали Китай неоднократно в этом зале прекратить поставки материалов двойного назначения и компонентов, которые в конечном счете используются в ВПЛА против Украины. Китай также основной поставщик, импортер нефти России. Если Китай поистине желает мира, он должен прекратить поставки материалов двойного назначения, прекратить закупать нефть у России. То, что только что сказал представитель США, вновь шельмует нашу страну, что абсолютно неприемлемо. Китай не создавал украинский кризис и не является стороной конфликта. Наша позиция открыта и с самого начала остается без изменения, а именно прекращение огня, прекращение боевых действий, начало переговоров. Международное сообщество видит усилия Китая. Мы не предоставляем смертоносное оружие ни одной стороне в конфликте, и мы очень серьезно подходим к контролю над товарами двойного назначения. Мы поддерживаем нормальные экономические, торговые, финансовые отношения со всеми, с Россией, Украиной, европейскими странами и Соединенными Штатами. Если формально, я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают, ее трудно найти, даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец щирый украинец, да и мать тоже, из казаков. Пощирее, чем вы, пане Беца, и вы, пан Бельник. Тогда мы вместе воевали с нацистами. А сейчас воюем одни, без вас. Без тех, кого вы превратили в нацистов. За народ Украины, чтобы они и стали такими же. Да, это продолжается 4 года. Да, меня не радует, что гибнут люди. Но если надо, будет продолжаться столько, сколько нужно, чтобы этих людей вы больше не зомбировали. Любые попытки европейских лидеров убедить мир в своей приверженности делу достижения мира на Украине разбиваются о факты. Сегодня, 24 февраля, пресс-бюро службы внешней разведки Российской Федерации опубликовало экстренное сообщение о планах Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием или так называемой грязной бомбой, а также средством его доставки. В конкретном плане речь идет о скрытой передаче Украине соответствующих европейских комплектующих, оборудования и технологий. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть ТН-75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Весьма показательно, что другие западные столицы, судя по всему, прекрасно отдают себе отчет во всей степени безрассудства Лондона и Парижа. От своего участия в этой затее, например, отказался Берлин. Полагаю, что никому не стоит напоминать, что подобные замыслы мало того, что безответственны и опасны, так еще и противоправны, поскольку являются прямым нарушением первой статьи договора о нераспространении ядерного оружия. Во-первых, господин Небензи, вы не украинец, не притворяйтесь украинцем. Второе, мы никогда не были с Россией одной нацией, никогда не будем с Россией одной нацией. Украина – это демократическая и свободная европейская страна, Россия – это агрессивное государство, которая позволяет себе агрессию, военные преступления, постановление против человечности и геноцид. И третье, все заявление господина Небензи – это очевидный пример манипуляций, дезинформации и российской пропаганды. Утверждение представителя Российской Федерации – это абсолютная ложь. Он говорит, что мы потеряли связь с реальностью. Нет, на самом деле это он потерял связь с реальностью. Это еще один элемент дезинформации страны Российской Федерации. Это очевидная попытка отвлечь внимание от продолжающегося неспровоцированного и незаконного вторжения на территорию Украины. Я категорически хочу заверить членов Совета, что Соединенное Королевство полностью привержено своим обязательствам по договору о нераспространении ядерного оружия. Мы верны делу нераспространения
ядерного оружия, мы никогда не предоставили бы и не будем предоставлять ядерное оружие или ядерные возможности Украине. Господин председатель, Франция присоединяется к вашим словам по поводу обвинений со стороны Российской Федерации, в соответствии с которыми Франция и Соединенное Королевство якобы готовятся передавать ядерное оружие Украине. Эти утверждения являются грубой провокацией. Это попытка дезинформации. Это абсолютная ложь, которая беспочвенна, не подвергается никакими фактами. Франция – это ответственная участница дня. Мы никогда не позволим себе отойти от своих обязательств. Наоборот, Россия 4 года уже выступает с ядерными угрозами. Именно Россия укрывает ядерные маневры КНДР. Именно Россия поддерживает Иран в ядерной сфере.